Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Все внимание всегда на самом важном. Девятое место. Чуть-чуть засмотрелся и забылся парень, бывает. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Столько моментов, из-за которых начинаешь неосознанно поднимать бровь. Седьмое место. Тэхён, даже отсюда можно услышать твои мысли. Шестое место. Поведение пары. Тэхён буквально не хотел отпускать лапку Чангука. Две половинки одного сердечка. Пятое место. Как же все зависит от ракурса. Четвертое место. Забота. Самая лучшая поддержка – это объятие любимого человека.
Третье место. Новости. Агентство Big Hit потребовало удалить фото Тэхёна. Big Hit обратились к администрации города Чунчон, провинция Канвондо, с просьбой удалить фото, на котором мэр Югдан Хан сидит на том же месте, где сидел Тэхён на фото, которое он публиковал ранее в Instagram. Представители агентства объяснили, что фото Тэхёна было использовано без предварительного согласования. По всей видимости, городские власти хотели установить фотозону в будущем для привлечения туристов. Это уже не первый случай, когда городские власти провинций без разрешения используют материалы, связанные с BTS, и агентству приходится отстаивать права группы. Момент, когда у Чонгука была повреждена нога, и он не мог исполнять хореа на сцене с участниками, но ему хватило сделать лишь одно движение бедрами, чтобы вырубить половину стадиона. Proof превысил 16 миллиардов прослушиваний на Spotify, став первым и единственным альбомом среди кей-поп и других азиатских исполнителей, который достиг такого результата в истории платформы. Когда Тэхён решил сделать пару прикольных фото, а Чонгуку свело скулы от возбуждения, вспоминая вчерашнюю ночь с поводком на шее. Новая гиперфиксация разблокирована. Это никогда не перестанет быть смешным. Бедный оператор Чонгука. Эфир Хосока. Хосок пришел сразу после концерта. Хосок сказал: «Дальше я полечу в Лос-Анджелес, это последняя остановка на американском этапе. Это мои первые сольные выступления на стадионе, поэтому так значимы для меня. Я с нетерпением жду встречу с Ла и надеюсь, что погода будет хорошей. В турах есть своя прелесть, если бы мое здоровье и состояние позволило, я бы побывал везде, в каждом уголке мира. После каждого концерта я разговариваю с директором. Мы обсуждаем, как все прошло, и нужно ли мне что-то учесть для следующего концерта. Вы просите меня выходить на эфир после концертов, но я так устаю, что, приходя в номер, чуть ли не теряю сознание. Я скучаю по участникам, уже недолго осталось. Я оставил сообщение в групповом чате. Ребята, уже апрель. Совсем недолго осталось. Файтин. Вся индустрия под этим каблуком. Часто упоминаем, что Чонгук – тот еще круглик. Пришло время серьезных дискуссий,
Я считаю, что Тэхён Круглик ничуть не меньше. Чангук так миленько пьет газировку, хочется затискать. Тэхён о Чангуке. Я никогда не видел кого-то, кому бы настолько шли длинные волосы. Мне очень нравится его индивидуальность. Иногда слова не нужны. Многие слышали про милое выражение лица Тэхёна под названием «Тата Мяйк». Это тот нежно-просительный, нахальный взгляд, когда он в курсе, что ему не откажут. Да как же можно в чем-либо отказать этому милому первому красавцу вселенной? Он давно уже безраздельно властвует в собирательном сердце планеты. Возможно, вы помните этот культовый момент с Ви, часто называемый лицо Таты Мяйк, который завирусился в сети интернет. Это произошло во время BTS Festa 2021, когда Тэхён попытался обмануть став, чтобы те дали ему детский Bluetooth-микрофон с Татой, персонажем BT21. Этот момент, благодаря прекрасной мимике Ви, мгновенно получил название от ARMY «Лицо Тата Мяйк». Прикосновение и взгляд передает все те чувства, которые нельзя передать словами. Американское издание назвало песню Seven Чангука лучшим кей-поп-рэп сотрудничеством в истории. Дебютный трек Чангука «Seven» снова громко заявила о себе на мировой музыкальной сцене. Журнал «Комплекс», специализирующийся на поп-культуре, опубликовал список лучших кей-поп и рэп-коллабораций всех времен, в котором Seven занял первое место. Это еще раз подтвердило уникальный статус Чангука в глобальной музыкальной индустрии. В статье «Комплекс» высоко оценил сотрудничество Чангука и американской рэперши Летоу, заявив: «Сложно представить более удачное слияние кей-поп и рэпа». Голос Чангука, одновременно мощный и эмоциональный, стал ведущей линией трека, а энергичный рэп Летоу добавил композиции динамики и ритмичности, создавая идеальный баланс.
Кроме того, Seven выделился современным звучанием, остроумными текстами и свежей концепцией, что помогло ему стать мегахитом. После выхода Seven сразу дебютировал на первом месте главного синглового чарта Billboard Hot 100, произведя настоящий фурор в музыкальной индустрии. Добиться такого ошеломляющего успеха с дебютной песней – редкое явление, и тогда многие в отрасли были поражены глобальным влиянием Чангука. Трек оставался в Hot 100 в течение 15 недель, что доказывает не временный ажиотаж, а реальную музыкальную ценность композиции. Музыкальное видео на YouTube набрало более 500 миллионов просмотров, доказывая влияние Чангука и в визуальном формате. Стильная съемка, уникальная режиссура и харизматичное исполнение вызвали восторг у поклонников по всему миру. Здесь Тэхён весь мягенький, тепленький, кожа Тэхёна будто светится теплотой. Производит впечатление плюшевой игрушки, в которую хочется ткнуться носом и не вытыкаться как можно дольше. Просто Тэхён показывает нам свои красивые родинки. Кажется, я слишком сильно скучаю. У Чангука детство не закончится никогда. И слава богу. Если бы комфорт был человеком. У меня ни одной порядочной мысли. Мудрые мысли Чангука. Усилия создают тебя. И когда-нибудь ты будешь сожалеть, если не сделаешь все возможное сейчас. Не делай того, что тебе не нравится. Просто делай, что хочешь. Без гнева или грусти ты не сможешь почувствовать истинное счастье. Смысл жизни не в том, чтобы стать идеальным, а в том, чтобы осуществить свои мечты. Не думай, что уже слишком поздно, продолжай работать. Это может занять время, но ничто не ухудшается из-за практики. Так что практикуйся и дальше. Ты можешь впасть в депрессию, но это будет доказательством того, что ты все делаешь правильно. Мы должны стараться уважать и понимать других. Мы должны быть более внимательными. И только тогда мы сможем по-настоящему понять друг друга и стать единым целым. Его улыбка способна озарить весь мир.
Тэхён возглавил японские рейтинги популярности, закрепив свой статус ТТ Ленд – земля Тэхёна. Тэхён возглавлял рейтинг популярности кей-поп айдолов на K-Board, который предоставляет информацию о культуре в течение 164 недель подряд, а также всеобщий выбор актеров корейской дорамы и выбор красивых и цветочных мальчиков в течение всего периода. Он также возглавил рейтинг Pop Juice информационного сайта о K-Pop. Тэхён также возглавил опрос самых восхитительных старшеклассников K-Pop, проведенный японским СМИ Данми с 7 по 21 марта среди 27 кандидатов, которые были моделями школьной формы для K-Pop айдолов. Благодаря его имиджу красивого старшеклассника, который как будто существует, а будто и нет в реальной жизни, многие младшие школьники смотрят на него как на образец для подражания и делятся, что хотят быть похожими на него. Говорят, что даже во время службы в армии у него сложились крепкие товарищеские отношения с младшими. С тех пор, как в Японии началось увлечение Халю, Тэхён занимает первое место по популярности на сайте Twitter, опережая не только корейских, но и японских звезд. А с момента дебюта группы он занимал первое место по популярности среди негрупповых знаменитостей в Google Trends, объективном показателе популярности. Тэхён – самая популярная корейская звезда в Японии как универсальный певец, актер и артист, а также законодатель моды, красоты и стиля жизни, что делает его звездой для подражания поколения MZ. Ваша дневная доза Чангука в очках. Тэхён сказал: «Я не боюсь показаться непривлекательным, и я очень благодарен армии, которые любят меня, даже когда я веду себя странным. Я не хочу выглядеть красивым, притворяясь, это обременяет меня». Чангук явно перенял некоторые привычки Тэхёна. Он прям показал вайб Тэхёна. Тэхён сказал: «Я пишу в дневнике в надежде, что это поможет мне в написании текстов, и поэтому я не забываю эти чувства. Я делаю это постоянно, открываю дневник, когда что-то происходит. Я временно копирую мелодии, которые всплывают в моей голове, тексты песен и другие вещи из дневника в приложении для заметок, а когда я делаю перерыв или у меня возникает желание поработать, я открываю свои заметки и говорю: давайте попробуем это сегодня, и бегу в студию». Этот процесс показывает, насколько глубоко личностно и намеренно творчество Тэхёна, как он дорожит эмоциями и моментами, запечатлевая их до того, как они исчезнут. Его подход к написанию песен кажется таким органичным, словно он сохраняет частички своей души, чтобы позже вплести их в свою музыку. Это также показывает, что творчество не всегда следует структурированному пути, это о том, чтобы присутствовать, чувствовать и позволять вдохновению течь, когда наступает подходящий момент. Творчество Тэхёна заключается не только в создании музыки, оно заключается в том, чтобы запечатлеть мимолетные эмоции, бережно сохранить их и превратить во что-то вечное. Его творческий процесс глубоко осознан. Он не форсирует вдохновение, он лелеет его, собирая мысли, мелодии и эмоции, как тонкие фрагменты большой истории. Его дневник – это не просто запись его дней, это пространство, где чувства хранятся, где сырые моменты позже могут расцвести в тексты песен, мелодии и искусства. Это тихий,
Вдумчивый подход к творчеству говорит о его подлинности. Он не торопит процесс, он ждет подходящего момента, когда его сердце скажет ему: «Давай попробуем это сегодня». Вот почему его музыка так глубоко резонирует. Она не просто создана, она прожита. Каждая песня наполнена смыслом, отражением моментов, которые он хранит. И именно это делает его творчество таким мощным. Оно целенаправленное, подлинное и наполненное душой. Милли, сегодня вы ничего не увидите. В одном из эпизодов In the Soup Тэхён поделился, что имя ему выбирали папа и дедушка между Ким Доу или Ким Тэхён, и именно его дедушка сделал окончательный выбор. В этом видео парень объясняет значение имени Ким Тэхён – жить гладко, как запланировано, и достичь огромного успеха. Имя ему под стать. Babyface. Я выбирал фото, от которых исходил вайб теплых и продолжительных отношений. Думаю, это воплощение того, какими я вижу будни женатой пары. Что-то вроде «скажите, что вы вместе, не говоря, что вы вместе». Второе место. Это так интимно. Ребят, вы чего начали? Еще даже не обед. Любовь – это проводить время за общими хобби вместе. Первое место. Ревность Чангука. Его мысли буквально «а как же я?». Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.